По сути дела, сегодня против нас врагом является весь Североатлантический альянс. Все военные технологии, вся экономика Запада. При этом сама Украина является просто расходным материалом. Моменты, связанные с санкциями, как они влияют с нашей точки зрения на отрасль. Парадокс. С одной стороны, мы решили, Владимир Ильич, я вам докладывал, ответить на эти санкции, не сидеть, не ждать. Что касается санкций и как они влияют на нашу отрасль. Вы видели сегодня космодром Восточный, он развивается несмотря на санкции. Российский военный спутник с символом путинского полномасштабного вторжения в Украину буквой Z, который в ночь на 30 апреля запустили с космодрома Плесецк, не смог удержаться и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает российский космоблогер Анатолий Зак и американский астронавт Скотт Келли. Запуск спутника глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разрекламировал в соцсетях с сообщением, что на корпус ракеты было нанесено изображение буквы Z, главный символ российской полномасштабной войны против Украины. Давайте послушаем. Российская ракета с буквой Z на боку вышла из строя. Кажется, что символ Z, который представляет военные преступления и злодеяния, теперь также является синонимом эпического провала. Ну, действительно, вышло как-то очень символично. После начала полномасштабной войны Запад ввел против России санкции, которые, среди прочего, конечно, касаются и космической отрасли. Весь имидж России в космической отрасли до сих пор держится на достижениях Советского Союза. Но после распада Союза за 3 десятилетия Россия не сделала почти ничего такого, что могло бы в принципе сравниться с современными исследовательскими миссиями США, Европы и Японии. Но, несмотря на этот факт, в Роскосмосе уже заявили, что в любом случае санкции на развитие космической отрасли в Российской Федерации никак не повлияет, так как будет очередное импортозамещение. Но Россия не может создавать необходимые комплектующие, чтобы покорять космос. Так что сложно представить, как она сможет справиться без Европы, США и Японии. Иначе зачем рассылать ультиматумы в страны-участники программы МКС, требуя снятия санкций, если Россия может все импортозаместить? Ну, к примеру, возьмем амбициозную такую миссию, которая называется «Венера-Д», где Россия претендует, если не на сольное выступление, то 100% на главную ведущую солистскую роль. Задача – многоплановое исследование планеты Венера. В 2014 году Соединенные Штаты Америки откликнулись на призыв России присоединиться к Венере-Д. Однако после того, как США ввели санкции против России из-за ее нападения на Украину, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он теперь считает неуместным участие Соединенных Штатов Америки в этом проекте. Но теперь, в принципе, возникает логичный вопрос, а произойдет ли этот проект вообще без участия других стран? Ведь всю сложную электронику для проекта раньше поставляли европейские и американские партнеры, поскольку просто Россия их не производила, а высокотехнологичные материалы сейчас России недоступны, и в принципе они не знают, чем это все заменить. Вероятно, что у России в ближайшие десятилетия не будет ресурсов для того, чтобы заниматься полетами на Венеру, и в принципе тут еще раз можно призвать задуматься о том, как агрессия России против Украины тормозит саму же Россию в ее развитии во всех отраслях. Ну и далее будем говорить о так называемой спецоперации «Космос», которая провалилась. Мы уже ранее говорили о том спутнике, который запустили символично с буквой Z, и который сгорел в атмосфере. Насколько плох этот знак и в целом вот все эти санкции, введенные, в том числе и санкции, которые повлияют на космическую отрасль в Российской Федерации, поможет ли импортозамещение в космической отрасли? Далее давайте посмотрим в нашем сюжете. Похоже, уже приехали. Санкции поставили точку на будущем российской космонавтики. Большая часть того, чем мог гордиться Роскосмос по состоянию на 24 февраля 2022 года, это результат международного сотрудничества. Оказалось, что без Запада, который по версии Кремля повинен едва ли не во всех его бедах, изучать Вселенную не получится.
Ті проекти, які вони В тех проектах, которые они осуществили или планировали осуществлять, была большая часть именно западных партнеров, которые, кроме того, что входили в эти проекты своими отдельными космическими инструментами и даже целыми системами, они также помогали РФ своей космической микроэлектроникой, без которой космический аппарат не может работать вообще. Без евро и долларов ракеты «Союз-2» и «Рокет-М» так и остались бы советским наследием. Научные эксперименты «Марс-500» и «Сириус», проекты по схеме «Наука в обмен на ракету», как гамма-телескоп «Интеграл», были возможны лишь благодаря сотрудничеству с тем самым Западом. Да и практически все спутники, включая военные ГЛОНАССы и даже ракета «Ангара», гордость Российской Федерации, это проекты с использованием иностранных комплектующих и, конечно же, больших денег. Это первый ракетоноситель, который создан в Российской Федерации, когда она стала Российской Федерацией. Значит, это экологически чистый ракетоноситель на экологически чистых компонентах топлива. Это современная гибкая система управления. Это последние передовые технологии. Это совершенно новый стартовый комплекс. Первые санкции против российской аэрокосмической отрасли ввели еще в 2014 году после оккупации Крыма. Тогда на автоматической межпланетной станции «Луна-25» пришлось переделывать посадочный радар. И на это ушло 3 года. А космическому телескопу «Спектр-УФ» Европа отказалась продать новую фотоматрицу. Есть запуск двигателя первой ступени ракетоносителя. Все же Роскосмос в значительной степени сумел адаптироваться к санкциям, в частности из-за смены поставщиков. Но новое полномасштабное вторжение в Украину принесло волну новых санкций. И теперь Роскосмос вновь остался без поставщиков. Приостановка поставок одних только тайваньских микрочипов ударит по идее импорта независимости, а поиск новых поставщиков отнимет еще несколько лет. Казалось, можно было бы обратиться за помощью к Китаю, но... Попытка России сейчас примкнуть к Китаю неуклюжа, поскольку Китай не рассматривает Россию как полноправного партнера. Россия пыталась шантажировать Запад тем, что перейдет к широкому сотрудничеству с Китаем. Но у Китая свои планы, свои космические стратегии и политика. Они считают противником США, потому что именно Америка номер 1 в космосе. Поэтому Китай хочет догнать и даже перегнать их. То есть Китай не смотрит на россиян даже как на соперников. Но вряд ли Роскосмосу удастся еще с кем-нибудь посоревноваться. Сделать только российский продукт не получится, а достать иностранные комплектующие теперь труднее, чем было отправить Гагарина в космос. Слава России!